Привет, друзья! Привет, Марина! Вы на канале онлайн-школы русского языка MyRusский. В этом видео мы расскажем, что даже русские не всегда правильно понимают друг друга. Это только познавательно-развлекательное видео. Не стоит после него бросать учить русский язык или начинать учить русский язык разных регионов. Нет, не надо. Этим видео мы хотим показать, насколько разнообразен, многогранен русский язык. И в нем есть много новых, незнакомых слов даже для нас, для русских. Итак, начнем. Мы будем называть разные регионы России и новые слова, которые мы с Мариной даже не знали. Больше всего говорят о различиях в словах между Москвой и Санкт-Петербургом. Так, в Москве мы называем подъезд, а в Петербурге это уже парадное. В Москве это водолазка, а в Петербурге бадлон. В Москве электричка, в Петербурге электрон. В Москве шаурма, в Петербурге шаверма. В Москве курица, а в Питере кура. В Москве есть факультет мехмат, а в Петербурге матмех. В Челябинской области вместо слова «ошибиться» говорят «окараться», а вместо «шутить» – «морить». А еще вас могут пригласить в кино посмотреть уматный фильм, то есть отличный фильм. А вот в Орловской области пирожками называют ступеньки, а куромушкой – божью коровку. В Краснодарском крае синенькие – это не пьяные люди, это баклажаны. А в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области чай – это не всегда напиток. Также это может быть слово, которое обозначает «наверное», может быть. Чай не маленький уже, можешь сам сходить в магазин и купить чай. Во Владивостоке вас могут пригласить в Чифаньку, китайский ресторан. Если на улице очень холодно, Зусман. А в Ярославской области вас могут попросить отдаться, что будет значить, что вам нужно просто отойти с дороги. А вы же можете попросить чай с расхолодкой, то есть горячий чай с теплой водой. В Брянской области бурак – это свекла, барабуля – это лук, сморщ – это борщ, а гардеман – это самогон. В Псковской области на рынке вы можете купить пьяницу, то есть голубику, а зимой ходить в дианках, то есть в варежках. В Архангельской области, если вас назвали Баской или Баский, это значит вы красивый. А сей год – это, конечно, этот год. Поедем сей год в круиз. В Волгограде что-то отличное, хорошего качества называют бомбовским. Возможно, именно из Волгограда пришло в современный русский сленг выражение «бомба», что-то очень крутое. Клубника бомба, честно говоря. А вот этот предмет называют по-разному. Бич-пакет, дошер, дошик, БПшка, например, в Иваново и в Туле. Марина, так почему в разных регионах России одинаковые предметы называют по-разному? Литературный русский язык сформировался вокруг политического центра. Во всех крупных городах России говорят преимущественно на так называемом литературном русском языке. Но обязательно выдадут себя просторечия, особенно в деревнях и маленьких городах, а также среди людей старшего возраста очень часто употребляются такие вот региональные словечки, которые как раз и показывают, откуда этот человек. И различия просматриваются на всех уровнях языка. В фонетике, то есть в произношении звуков, морфологии, склонении и изменении слов в зависимости от падежа, лексике, употреблении слов. И в этом видео мы как раз говорили о лексических различиях. На этом все. С вами были
Ольга и Марина из онлайн-школы русского языка «Май Русский». Всем до встречи! Пока-пока-пока!